Здравствуйте, с вами Светлана. И сегодня я хочу показать вам свои книги о кактусах, которые у меня есть. Недавно я выписала из Чехии себе две книги. Вот такую вот, Астрофитум гибридный. Очень шикарная книга, друзья. Я вам уже ее показывала. Здесь все о астрофитумах гибридных. Вот. Потом еще вот такая есть. Японские гибридные астрофитумы. Тоже отличная книга. Это никакая не реклама. Я просто показываю, какие книги у меня в коллекции. Здесь еще вот такая книга на немецком языке. Ее я получила в подарок на свой день рождения от нашего президента нашего клуба. Такая вот красивая. С красивыми иллюстрациями. Шикарными. Тоже от него же, от президента. Вот такой вот кактус лексикон Illustrations. Здесь фотографии находятся и название кактусов. Очень красиво. Можно посмотреть произрастание кактусов, откуда они, и полюбоваться шикарными фото. Довольно много фотографий здесь. Также есть дизокактусы и эпифилумы, цериусы. Все. Вот. Потом у меня есть вот такая вот тоже на русском языке книга «Кактусы». Довольно старая, 82 года. Вот еще одна книга о кактусах на немецком языке. Ее мне подарила соседка. Очень давно. Сколько уже прошло лет. Эта книга 78 года выпуска. У нее, у соседки занимался брат когда-то кактусами. И видя мой интерес, она принесла мне эту книгу и говорит: дарю. Так как брата ее уже больше нет, а ей книги уже не были нужны. Так я получила в подарок вот такую прекрасную книжку о кактусах. Также есть вот такая вот «Кактусы в гостях и дома». Отличная, я думаю, и у моих русских и коллег с Украины тоже есть такие книги. Иногда хочется просто открыть, полистать, посмотреть фотографии, почитать что-то. Хорошая книга. Потом у меня есть еще вот такой журнал о турбинекарпусах и астрофитумах. Очень интересный. Стеллакактусы здесь. Иллюстрации прекрасны. Очень много журналов. Cactaceae andere succulenten. Очень много о кактусах. У меня журналов разных, красивых. Время от времени, когда нахожу свободную минутку, листаю, читаю. Очень интересно. Также на немецком языке у меня есть вот такие небольшие, тоненькие книжечки. Очень тоже интересные. Особенно интересны книги о кактусах, когда раньше было никакой информации, интернета ничего не было. И если ты успел что-то купить в книжном магазине, эту книгу я покупала в Украине, в книжном, когда-то давно, не знаю, с какого она года, 2002. Да, здесь рисунки цветные и рассказывают, как правильно сажать. Хорошая книга для начинающих по суккулентам. Самая первая моя книжка вот, это Ян ван дер Нер, «Кактусы». Думаю, у многих она есть.
Я ее когда-то купила тоже в книжном магазине и так обрадовалась. Было это очень давно, еще 90-е годы. Потом у меня еще есть вот такой справочник Борисенко о кактусах. Тоже о всем написано, о всех видах. Вот. Полезная книга. И о гимнокалициумах. Книжка. Дмитрий Рогацкин. Отличная книга по гимнокалициумам. Все можно почитать, кто занимается этим видом. Так. И есть у меня очень старая книга 1977 года. Это коктейль-лексикон по Курту Бакеберг. Вот. Но уже этой книгой никто не пользуется. Так. И, конечно же, самая важная для меня книга. Вот она. Это Залетаевой книга о кактусах. Это вообще первая книга в Советском Союзе, которую написали о кактусах. И я очень дорожу ею. Мне ее помог купить один очень хороший кактусист. Обожаю эту книгу. Вот. Первая книга о кактусах Залетаевой. Я уверена, что эта книга есть у многих-многих кактусистов. 1974 года. Вот такие книжки у меня. Ну что, друзья, я вам рассказала немножко о своей кактусной библиотеке. Спасибо за внимание. Пока-пока.